Хочу завершить тем, что стратегия 2050 нацеливает нас на то, чтобы сейчас мы находимся на этапе смены поколений. 2050, по моей интерпретации, заключается в том, чтобы передать эстафету молодому поколению, чтобы страна не потерялась в потоке истории, а наоборот продолжала двигаться поступательно и уверенно до середины века. Это примерный ориентир для нас. Никто не знает, что нас ожидает в будущем, но я вчера Сергею Викторовичу процитировал из его же книги уникальную фразу Анны Ахматовой, что будущее бросает тень задолго до того, как оно наступит. Поэтому мы должны осознавать, что будущее наступает, мы должны осознавать очертания, контуры этого будущего и быть к ним готовыми. Вот в этом смысл стратегии 2050. Она запущена, правительство и общество настроено его активно реализовывать. И мы рассчитываем, вернее, мы уверены, что успех стратегии, естественно, в наших собственных усилиях, но важной составляющей успеха реализации стратегии заключается в нашем партнерстве с внешними силами. Главными внешними силами являются наши первые ближайшие соседи. Россия занимает особое место в этом плане. Ну, естественно, мы не замыкаемся только на каких-то одних географиях, мы открыты всему миру, поэтому наш известный многовекторный подход, он будет продолжать работать и должен работать. Мы будем выстраивать самые теснейшие отношения с Россией, мы будем выстраивать плотные отношения с Китаем, мы будем выстраивать тесные отношения с нашими центральноазиатскими соседями, мы будем выстраивать серьезные отношения с Европейским Союзом, глубокие отношения с Соединенными Штатами Америки, с такими странами, как Индия, Япония, Сингапур и так далее, и так далее. То есть мы выстраиваем сеть благоприятных отношений для того, чтобы наши внутренние задачи решались с максимальной отдачей. Уважаемый Ирлан Абельфаизович, внимательно изучили ваше интервью, которое было накануне визита, представлено в газете «Коммерсант». И мне хотелось бы по одному аспекту, который был обозначен в этом тексте, задать вам вопрос. Ни для кого не секрет, что важной составляющей процесса интеграции между Россией и Казахстаном является взаимодействие в информационной и экспертной области. Это один из фундаментов, на которых строятся в том числе и процессы интеграции экономической. Однако также ни для кого не секрет, что в последнее время в СМИ и Казахстана, и России появлялась информация, которая произвольно, иногда и заведомо неверно трактовала основные интеграционные намерения и тренды, реализуемые в экономической и политической сфере между Казахстаном и Россией. Естественно, становится очень острым вопрос качества и доступности информации, потому что, не зная друг о друге многого, мы не можем правильно понимать цели и задачи, которые ставят наши стратегические союзники, которыми являются Казахстан для России, Россия для Казахстана. Однако за 10 лет, вот Геннадий Ларионович тоже был активным участником этих процессов, ни одна интеграционная структура в сфере экспертного взаимодействия и в меньшей степени в сфере взаимодействия информационного так и не заработала. Существует 3 российско-казахстанских экспертных клуба, 2 российско-казахстанских экспертных форума, но будем откровенны, это мертворожденные дитяти. Отсюда вопрос, который мне бы хотелось вам задать. С точки зрения Казахстана, видится ли вам проблема точности, достоверности информации как фундамента взаимного сближения, интеграции столь же остро, как она видится из России? И есть ли у казахстанского МИДа, у казахстанского руководства в целом какие-то предложения по поводу того, как активизировать и сделать наше экспертное взаимодействие более качественным, более тесным и ориентированным на решение той задачи, которую в конечном счете поддерживают все здесь присутствующие, успешная реализация евразийского интеграционного проекта. Спасибо. Спасибо большое, Алексей Викторович. Вопрос очень важный, и он несколько с неожиданного ключа. Но я абсолютно понимаю философию вопроса, я считаю, что он абсолютно поставлен правильно. Я выскажу свою точку зрения, и как бы она не официальная и так далее, просто я свои ощущения скажу. Разность мнений очень важна с точки зрения
роста и вообще потребностей роста и так далее. То есть чем больше мнений, чем больше ты общаешься в такой атмосфере, тем это плодотворнее, потому что в разности мнений есть точки роста. Это как бы такой философский посыл. Российское политическое пространство, экспертное пространство, оно очень обширное. Я думаю, что здесь нельзя пожаловаться на недостаток разности во мнениях. Вот. Можно поставить вопрос, насколько они профессиональные, насколько они реальные, экспертные и насколько они независимы. Вот это как бы вопрос, который я для себя тоже всегда ставлю. Когда я, допустим, читаю оценки, я всегда задаю себе этот вопрос. То есть ценно мнение независимое, реально экспертное. Что касается необходимости объединения экспертных усилий, это новый угол. Я вам откровенно скажу, что, наверное, в наших интеграционных усилиях мы меньше всего уделяем этому вопросу внимания. Вот я думаю, что это большое упущение. Я думаю, что нам надо подумать о новом треке, о новом как бы направлении интеграции. То есть нам надо думать, как подключить не четвертую силу, а как бы независимую, не государственную силу к процессам интеграции. Думаю, что будет только польза от того, что мы будем получать подпитку от сектора независимых мнений в вопросах интеграции, а это можно объединить и экономистов, и политологов, и социологов, и так далее, и так далее. Потому что интеграция – это всеобъемлющий процесс. Мы говорим о том, что пространство наше будет жить в новых условиях, не на принципах старых, а объединяться на других принципах экономической целесообразности, политической выгодности, объединенной на общих интересах будущего. Вот основа интеграции. И, естественно, только на государственном уровне это решить невозможно.